Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать стильную шапочку. С вами мы шаг за шагом выполним как основное полотно, так и провяжем само донышко. Крючок 4,5, пряжа у меня полушерсть, 240 метров в 100 граммах. Цвет вы можете выбрать любой. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение нашей шапочки с эластичного набора. Как мы это выполняем? Я выполняю 4 воздушные петелечки. 1, 2, 3, 4. Далее накид на крючок и ввожу крючок в 4-ю петлю от крючка или самую первую. И выполняю патентный столбик с накидом. Я выполняю воздушную и далее провязываю столбик с накидом. Вот таким образом. Далее накид на крючок. И далее мы с вами будем так выполнять наши патентные столбики. Но смотрите, очень внимательно. Можно ввести крючок и начинать выполнение столбика вот в эту петлю. А я захватываю за 2 петли. Вот видите, 2 нити. То есть не за 2 петли, а за 2 нити петли, точнее. Вот моя петелечка и 2 нити. Я еще раз покажу по изнанке. Вы увидите, так у нас не будет формироваться дырочки, будет смотреться очень красиво и аккуратно. Второй мой столбик. Далее смотрите, накид. И опять я ввожу крючок, видите, за 2 нити захватываю. Напоминаю, мы выполняем патентные столбики с накидом. Накид, далее опять 2 нити. Видите, да, вот красивая у нас сразу формируется с вами косичка. И продолжаем так выполнять наш эластичный набор. Давайте я выполню еще пару столбиков. Накид. Ввожу крючок, захватываю 2 нити петли вот таким образом. Накид, 2 нити петли. И выполню сейчас еще один столбик. Мы с вами остановимся, и я покажу, что получается. Смотрите, можно так, тогда будет дырочка. Я рекомендую вот таким образом. За 2 нити. И теперь смотрите, у нас с вами получается красивый эластичный набор. Но в то же время нету здесь дырочки, а формируется очень красивый край. Видите? Так мы будем выполнять эластичный набор по объему нашей головы. Мы с вами выполнили вот такой красивый эластичный набор из патентных столбиков с накидом. И смотрите, для моего объема я выполнила, необходимо всего 75 петель. Я выполнила 74. При этом 74 это вот воздушная петля подъема. То есть 73 столбика, 74 воздушная петля подъема. 75 столбиком я буду соединять в кольцо. Перед тем как соединить в кольцо, обязательно проверьте, чтобы у вас не было перекручено ваша тесьма или ваш шнур, да? Я выполняю накид на крючок. Также выполняю, как и ранее, патентный столбик, захватывая при этом 2 нити. И не завершаю выполнение. Смотрите, далее с изнаночной стороны в первую воздушную петлю я ввожу вот таким образом крючок, видите, и провязываю петлю, и при этом провязываю воздушную петлю патентного столбика. Далее завершаю выполнение самого столбика.
разворачиваю и ввожу крючок в третью, видите, раз, два, три, в третью воздушную петелечку подъема или первую петлю от вершинки. Выполняю соединительную и подтягиваю. Я замкнула в кольцо. Напоминаю, красивый эластичный набор у нас с вами получился. Всего должно у вас получиться 75 петель, то есть кратно 3. Моя резиночка — это узор 2 на 1, то есть раппорт в ширину 3 петли. Я приступаю к выполнению первого ряда моей резиночки. Смотрите, начинаю выполнение с вогнутого столбика без накида и далее 2 воздушные петли подъема. Столбик и воздушные петли у меня заменяют вогнутый столбик с накидом. Далее накид на крючок, и я выполняю выпуклый столбик с накидом. 1 и 2. Напоминаю, что раппорт в ширину 3 петли. Раппорт в высоту 1 ряд. То есть мы будем с вами этот ряд повторять на необходимую нам высоту. 1 вогнутый столбик и 2 выпуклых. Один вогнутый, столбики с накидом все и 2 выпуклых. Таким образом мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Я завершаю выполнение моего кругового ряда. Выполнила 2 выпуклых столбика и ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема. Выполняю соединительную, и в дальнейшем именно так мы будем с вами завершать наш ряд. Далее я приступаю к выполнению следующего ряда. Он у нас точно такой же, как и предыдущий. Смотрите, я начинаю выполнение, как и ранее, вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петли подъема. Над выпуклыми мы выполняем выпуклые столбики. 1, 2. Над вогнутыми вогнутые. И так продолжаем. Видите, да? Так мы продолжаем выполнять нашу резиночку на необходимую нам высоту. Напоминаю, резиночка 2 на 1. Давайте изнаночку посмотрим. Здесь вот у нас, видите, да, хорошо виден наш столбик вогнутый. Раппорт в ширину у нас с вами 3 петли. Мы с вами выполнили нашу резиночку. И видите, я выполнила 8 рядов. Давайте посмотрим высоту. В моем случае это в сантиметрах получается 7 сантиметров. Вы можете немножко больше сделать, немножко меньше. Все зависит от вашего желания. И теперь приступим к выполнению нашего полотна шапочки, ну, верхней части. Сразу хочу сказать, что первый ряд мы будем сейчас добавлять с вами петелечки. Это подготовительный будет ряд. Смотрите, у меня 75 петель. Я буду добавлять 15 петель. То есть в каждом 5-м столбике я буду добавлять, ну, провязывать 2 столбика с общим основанием. Давайте приступим к выполнению. Если у вас больше или меньше петель, вы можете добавить немножко меньше, немножко больше на 1-2 петелечки. То есть это визуально не сыграет никакой роли. И у нас подготовительный ряд, как я уже сказала, это будет ряд столбики с накидом. Мы выполняем 3 воздушные петли подъема, которые у нас заменяют 1 столбик с накидом. Далее я считаю, это у нас 2-й, условно, да,
третий, четвертый. И как мы с вами и говорили, в пятую вершинку я провязываю 2 столбика с общим основанием. Первый столбик и в эту же вершинку второй. Вот таким образом. Далее продолжим. Опять считаем. 1, 2, 3, 4 и в пятую вершинку 2 столбика. 1 и 2. И так мы с вами вяжем до конца нашего кругового ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение нашего подготовительного ряда. Напоминаю, мы добавили с вами 15 столбиков, то есть в каждом пятом мы провязывали по 2 столбика с общим основанием. Я ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Наш с вами подготовительный ряд готов, и я могу приступить к выполнению основного узора. Раппорт высоту у меня 2 ряда, и вот первый ряд я начинаю с выполнения вогнутого столбика без накида. Далее 2 воздушные петли подъема, накид на крючок. Наш столбик и воздушные петли заменяют вогнутый столбик с накидом. И далее над каждым столбиком я буду провязывать вогнутый столбик с накидом. Вот таким образом. Аккуратненько над каждым столбиком. Видите, да? И вот у нас с вами такой красивый рубчик получится. Так мы с вами выполняем наши вогнутые столбики с накидом до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего первого ряда раппорта в высоту. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Наш круговой ряд завершен. Напоминаю, раппорт в высоту у нас 2 ряда. Это вогнутые столбики и столбики с накидом. Я выполняю 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. И теперь в каждую вершинку я выполняю по одному столбику с накидом. Вот таким образом. Здесь все очень просто. Видите, да? Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда. У нас с вами столбики с накидом. Напоминаю, это второй ряд раппорта в высоту. И наш раппорт в высоту всего 2 ряда. То есть мы с вами повторяем наши столбики вогнутые, да, с накидом. Приступаем к выполнению следующего ряда. Это первый ряд нашего раппорта. То есть я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Я выполняю вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петли подъема, и далее над каждым столбиком я выполняю вогнутый столбик с накидом. И повторюсь, раппорт в высоту у нас с вами 2 ряда. Это вогнутые столбики и столбики с накидом. Узор очень простой, вяжется очень легко запоминается и в то же время смотрится интересно, эффектно и объемно. Я начну выполнение. Вот наши вогнутые столбики, видите, да? Так вы выполняете полотно на необходимую вам высоту. Мы с вами выполнили ровное полотно нашей шапочки круговыми рядами. И давайте посмотрим. У нас получилось с вами
Высота 20,5, почти 21 сантиметр, вот видите. Для меня этого достаточно, и я могу приступить к формированию донышка или макушки нашей шапочки. Приступим к работе. Мы с вами приступаем к выполнению первого ряда нашего донышка. И мы, как и ранее, начинаем выполнение с вогнутого столбика без накида. Далее 2 воздушные петли подъема. Далее накид на крючок, и я выполняю вогнутый столбик с накидом. Далее я буду выполнять 2 вогнутых столбика с общей вершинкой. Первый незавершенный вогнутый столбик и второй. И общая вершинка. Далее просто 2 вогнутых столбика. Первый вогнутый столбик и второй. Далее опять 2 вогнутых столбика с общей вершинкой. Первый вогнутый незавершенный, второй и общая вершинка. Далее я опять же выполняю 2 вогнутых столбика. Раз, два. И так я буду продолжать выполнение до конца моего ряда. Буду чередовать 2 столбика с общей вершинкой, 2 столбика ровно. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего первого ряда донышка. Обращаю ваше внимание, что у нас сокращение, точнее узор немножко не совпал, видите, да, то есть мы с вами чередовали, и в конце я выполнила просто 2 сокращения, ничего страшного. Далее я ввожу крючок в воздушную петелечку подъема вторую и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И вот видите, уже видны наши сокращения. И следующий ряд у нас будет очень простой. Это второй ряд нашего донышка. Это столбики с накидом. Я выполняю 3 воздушные петли подъема и в каждую вершинку провязываю по одному столбику с накидом. Здесь все очень просто. Так вы выполняете до конца нашего ряда. Напоминаю, мы с вами выполняем второй ряд нашего донышка. Мы с вами завершаем выполнение второго ряда донышка. Столбик с накидом, и я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Ряд был очень простой, это столбики с накидом, и мы приступаем к выполнению третьего ряда нашего донышка. Третий ряд тоже будет с сокращениями. Давайте, кстати, посмотрим, что у нас вот получается. Видите, да, вот хорошо видны уже наши сокращения. И третий ряд, повторюсь, мы начинаем, как и ранее, с вогнутого столбика без накида. Далее 2 воздушные петли подъема, вогнутый столбик с накидом и 2 вогнутых столбика с общей вершинкой. Первый незавершенный, второй и общая вершинка. Опять 2 столбика вогнутых ровно, то есть первый вогнутый, второй и 2 столбика с общей вершинкой. Первый столбик с общей, прошу прощения, незавершенный, и второй незавершенный, и наша общая вершинка. И далее 2 столбика ровно.
Так мы с вами чередуем 2 столбика вогнутых ровно, 2 столбика с общей вершинкой до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение третьего ряда донышка. Вот уже хорошо просматривается наше сокращение, само донышко. И я завершаю выполнение, напомню, третьего ряда. Опять же, тут узор не совпадает, и я выполнила, вот смотрите, 2 столбика вогнутых ровно, 2 с общей вершинкой, потом 1 и сокращение. Вот таким образом сделала. Ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Третий ряд завершен, и я могу приступить к выполнению четвертого ряда донышка. Ряд тоже очень простой, это столбики с накидом. 3 воздушные петли подъема, и в каждую вершинку я провязываю по одному столбику. Вот таким образом мы с вами выполняем наш четвертый ряд. Мы завершаем выполнение четвертого ряда нашего донышка. Вот опять я показываю, хорошо видно уже наше донышко красивое, сокращения наши видны. Это ряд просто столбиков с накидом. И я ввожу крючок во вторую, нет, в данном случае в третью воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Напоминаю, что это был четвертый ряд, и мы приступаем к выполнению пятого ряда нашего донышка. Для этого я выполняю вогнутый столбик без накида. И очень внимательно, 1 воздушная петелечка подъема. Далее накид и вогнутый столбик с накидом. У нас это ряд будет вогнутых столбиков с накидом с общей вершинкой. То есть все столбики у нас по 2 будут с общей вершинкой. Первый незавершенный, второй и общая вершинка. Далее опять первый незавершенный, второй, все столбики вогнутые с накидом и общая вершинка. Давайте еще раз выполним. Первый незавершенный, второй и общая вершинка. Так я выполняю до конца моего ряда. Мы завершаем выполнение пятого ряда нашего донышка. Вот уже хорошо просматривается, совсем нам чуть-чуть осталось с вами. Очень внимательно я ввожу крючок, пропускаю петлю подъема и ввожу крючок в вершинку столбика и выполняю соединительную. Хорошо подтягиваю. Мой круговой ряд завершен. Напоминаю, это был пятый ряд, и мы можем приступить к выполнению шестого ряда. Я выполняю очень внимательно 2 воздушные петли подъема и в следующую вершинку столбик с накидом. И весь ряд это будут у меня столбики с накидом с общей вершинкой по 2 столбика. Вот 2 незавершенных и общая вершинка. Далее точно так же первый незавершенный, второй и общая вершинка. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение нашего шестого ряда. Видите, сокращения немножко у нас не совпали, и последний у нас идет с вами просто столбик с накидом. Далее я ввожу крючок в первую вершинку, очень внимательно пропустив петли подъема, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен,
И я приступаю к выполнению 7-го ряда моего донышка. Для этого я буду выполнять полустолбики с общей вершинкой. Я выполняю одну воздушную петлю подъема, накид на крючок, и в следующую вершинку выполняю полустолбик. Далее выполняю 2 полустолбика с общей вершинкой. Первый незавершенный, второй и общая вершинка. Далее опять 2 полустолбика с общей вершинкой. Первый незавершенный, второй и общая вершинка. Первый незавершенный, второй и общая вершинка. Так я выполняю до конца моего ряда. Он очень маленький, с вами коротенький. Я завершаю выполнение последнего 7-го ряда моего донышка. И опять же, сокращения у меня не совпали, просто получился в конце ряда полустолбик. Далее пропускаю петелечку подъема, ввожу крючок в вершинку полустолбика, выполняю соединительную, хорошо подтягиваю. Далее выполняю воздушную и нить обрезаю немножко подлиннее, чем обычно. И затягиваю нашу воздушную. Смотрите, у меня небольшое вот такое отверстие получилось, которое мы с вами затянем иглой по изнаночной стороне. Шапочку выворачиваем нить, и я покажу, как затянуть. Мы вывернули нашу шапочку на изнаночную сторону. И вот давайте посмотрим. Изнаночная сторона так смотрится нашего полотна, резиночка. Смотрите, дальше я вот так беру иголочкой и просто прошиваю по вершинкам столбиков. Раз, два, три, пока не затягиваю, 4 и так далее. Пока мы с вами все наши вершинки не прошьем. И потом просто беру, вот видите, хорошо эта нить видна. И потом просто беру, когда вы все прошьете, и вот так подтягиваю. И видите, наша дырочка сокращается и исчезает. Вот мне осталось тут прошить еще буквально 2 столбика. Далее я еще раз прошиваю один или буквально еще, может, даже второй раз прошиваю нитью хорошо. И потом вдоль полотна убираю ниточку и обрезаю. И давайте посмотрим на размер нашей шапочки. В свободном виде резиночка у нас 23 сантиметра, видите. И давайте посмотрим. Ну, вы знаете, да, резинка, она всегда очень эластичная. И, в принципе, она растягивается, видите, аж до 29 сантиметров. И посмотрим высоту нашей шапки. Она у нас получилась 26,5-27, можно сказать, сантиметров, видите. Мы с вами сегодня связали вот такую потрясающую шапочку. Вяжется очень просто, смотрится великолепно, красивая резинка. Выполнили донышко. Я думаю, что справится даже начинающая рукодельница. И давайте посмотрим, как наша шапочка будет смотреться на манекене. Так наша шапочка смотрится на манекене. Очень стильная. Еще раз повторю, что вяжется очень-очень просто. Мы с вами шаг за шагом выполнили донышко. Вот так смотрится. Она с напуском такая очень стильная, классная, теплая. И если вы выполните
ну, скажем так, в темных тонах шапочку она подойдет как для мужского пола, так и для женского. Присоединяйтесь. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. До новых встреч, творческих вам успехов. И, конечно же, огромное спасибо, что вяжете вместе со мной.